Добро пожаловать в насыщенный событиями мир Honkai Impact 3, где 31 глава забрасывает нас в тупик. Итак, вот пересказ. Хершер Порчи играет с Мэй в игры разума, утверждая, что не желает ей зла. Но Мэй, как и подобается зоркой валькирии, раскусила обман. Хершер тянет время, отчаянно пытаясь заполучить в свои руки убийцу Кевина 666. Почему? Потому что это изобретение может ее уничтожить. Созданное VLV может быть использовано только Элизией. И как вы уже догадались, чтобы получить доступ к нему, Хершер должен принять облик и личность Элизии. Мэй, не желая отступать, начинает сеять хаос в данных царства Элизии, нанося при этом урон Хершеру Порчи. Хершер успевает залатать повреждения, но Мэй поднимает тревогу. Сакура следит за ними. В неожиданном повороте оказывается, что все это время Сакура знала о судьбе Рин. Она притворялась, что не замечает происходящего. Оказывается, в ту ночь, когда она столкнулась с Элизией, на них напал Хершер Порчи. Хершера заявила о самообороне, утверждая, что должна была уничтожить Элизию. Чтобы спастись, Сакура замораживает пространство вокруг себя, не давая коррупции распространиться. VLV, как стратег, оставляет Су сообщение о том, как найти Сакуру. Су использует свои собственные данные, восстанавливает данные Сакуры и отправляет ее за Мэй. Теперь приготовьтесь. Сакура и Мэй объединяют свои силы, чтобы сразиться с Хершером Порчи. Но есть одна загвоздка. В царстве Элизии, полностью состоящем из данных, Хершер практически неуязвим. С помощью Су Мэй переносится в замороженное пространство, созданное ранее Сакурой. VLV передает им некоторые знания. Они могут вернуть данные Элизии, создав новое пространство данных из воспоминаний Мэй. Су, мастер-медиум, использует ту же технику, чтобы создать Сима в сознании Мэй. Тем временем Сакура оправдывает свой статус гигачада, остается в тылу, чтобы задержать Хершера. К сожалению, ее храброе выступление заканчивается удалением. Теперь Апония в поисках остатков данных Элизии погружается в самые глубины сознания Хершера Порчи. Но вот поворот сюжета. Она оказывается не в голове Хершера, а в голове Мобиус. Оказывается, у Мобиус был грандиозный план. Она хотела использовать имитацию Хершера Порчи предыдущей эпохи, чтобы сразиться с Хершером нынешней эпохи. В свое время Мобиус проводил эксперименты над Хершером, стремясь переделать человечество и превратить людей в вирусоподобных существ. Хотя эксперимент частично провалился для Мобиус, она решила превратить своего Сима в квази Хершера Порчи. Существо, созданное из данных, гораздо более подходящего для этой роли, чем настоящая Мобиус. Сим Мобиус становится имитацией Хершера Порчи предыдущей эпохи, и у нее большие планы по созданию множества вирусоподобных имитаций. Но перед этим она хочет, чтобы Апония вернула королевство к прежнему состоянию. Во время односторонней схватки с преследующим Хершером данные Космо удаляются, но он почти мгновенно возвращается. Почему? Космо решил добровольно стать одной из картин Гризео, чтобы сражаться с Хершером, не боясь Порчи. Он жаждал, чтобы Гризео превратила его данные в идеальную картину самого себя, настоящего героя. Но вот поворот сюжета. Гризео ничего не изменила, доказав, что все качества, которых, по мнению Космо, ему не хватало, всегда были в нем самом. И только когда вы подумали, что ситуация не может быть более напряженной, Гризео наносит последний удар по самолюбию Хершера. Она рассказывает, что использовала себя в качестве холста для картины, потому что не хотела, чтобы Космо был одинок внутри произведения искусства. Раздосадованная своей неспособностью поглощать данные, Хершер Порчи жестоким и безжалостным движением уничтожает Гризео и данные картины. Тем временем перед Кляйн появляется Мобиус, желающая использовать оборудование царства Элизии для воспроизведения созданных ею имитаций вируса. Кляйн соглашается, но в процессе заражается. В жертве, определяющей самоотверженность, Мобиус берет на себя вирус, чтобы спасти Кляйн, единственного человека, который по-настоящему понимал ее. И вот вам сенсация. Способность Хуа управлять поврежденными монстрами обусловлена тем, что она была вторым успешным подопытным в квази 12-м эксперименте Хершера. VLV, как всегда, стратег, прячет данные Кевина и Парда в сознании Хершера Порчи. План. Кевин удивляет Хершера мощной атакой изнутри, усиленной данными Су. Парда жертвует собой, удерживая важнейшую точку для атаки, и оставляет Хершера ослабленным.
Тогда Хуа использует высвобождение первого уровня Фэнхуа Даун и поражает Хешера превосходством, раскрывая его истинную форму и прекращая преследование Мэй. Но на этом трудности не заканчиваются. Мэй пытается восстановить Элизию в новом пространстве данных, но терпит неудачу. Неожиданный поворот. Эден и эльф Элизии предлагают свои данные для помощи в восстановлении. Мэй узнает шокирующую правду. Элизия никогда не была 13-м Хешером, а была настоящим первым Хешером, родившимся задолго до появления Хешеров. Она питала глубокую любовь к человечеству и притворялась врагом, чтобы объединить охотников за пламенем. Конечная жертва Элизии позволила Хешерам новой эры сохранить свою человечность и сражаться против Ханкай. На последнем банкете, устроенной Элизией, на котором она призналась, что она является 13-м Хешером, присутствовали Вилви, Кевин, Эден и Апония. Они не подчинились приказу убить Элизию, отказываясь видеть в Элизии угрозу. Элизия планировала вернуться к Ханкай, уничтожить угрозы судьбы и освободить Хешеров и человечество от воли Ханкай. Перед тем, как покинуть их, она просит их сообщить ей, чтобы они сообщили ей, если увидят в будущем Хешера, похожего на них. Наконец, Мэй восстанавливает данные Элизии, и они вновь переживают банкет 50-тысячной давности. Мэй выражает благодарность Элизии за то, что та позволила ей сохранить человечность. Элизия очень рада встрече с Мэй, которая стала живым доказательством того, что ее жертва имела смысл. Пока Мэй расстается с охотниками за пламенем и возвращается в реальность, Элизия сражается с Хешером Порчи. Используя убийцу Кевина 666, она удаляет все царство вместе с Хешером. Мэй находит Кевина у входа в царство и кажется, что он ждал там уже довольно долго. Кевин, с нетерпением ожидающий начала проекта Стигма, приглашает Мэй присоединиться к нему, но она отказывается и покидает мирового змея. Всем спасибо за просмотр, не забудьте подписаться и поставить лайк. Делитесь своими мыслями в комментариях и давайте вместе продолжать разбирать сюжет и лор Honkai Impact Third.